Киеве студенты устроили акцию перед посольством США. В Одессе жертв 2 мая поминают под охраной милиции. Все жители Донецкой Народной Республики будут признаны участниками боевых действий. В Луганской Народной Республике военизированное подразделение «Русь» добровольно сдало оружие. Все вооруженные воинские формирования, которые не вошли в состав народной милиции ЛНР, иных силовых структур, которые официально зарегистрированы в Луганской Народной Республике, должны сдать оружие и все виды, любые виды вооружения. В настоящее время данный указ реализовывается. Вчера, 1 апреля, личным составом военизированного подразделения «Русь», это город Антрацит, были добровольно выданы оружие, боеприпасы и вооружение. Студенты устроили акцию перед посольством США в Киеве. Участники акции выступили в роли стада, подражая животным. По словам участников акции, Порошенко и его соратники в финансовой системе Украины абсолютно безразличны к людям, поставленным на грань выживания в результате так называемой высокопродуктивной и дальновидной работы власти. Украинцы выходят на улицы, требуя от руководства страны принимать решительные меры для хотя бы относительного улучшения ситуации. Но в ответ на это их обзывают. Причем далеко не последние люди в государстве. Агентами Кремля, проплаченными российскими провокаторами, которых нужно посадить в тюрьму. Украинской молодежи не нравится, что их используют в роли стада Госдеп США. Всем в этой ситуации понятно, Майдан провалился, идеи его преданы, отметил участник мероприятия. Около сотни активистов Куликова поля и примерно столько же их идеологических оппонентов собрались 2 апреля по домам профсоюзов. Поминальную акцию, посвященную 11 месяцам со дня трагедии, активно анонсировали в социальных сетях. Например, в группах организаций «Голос Одессы», «Одесская дружина» и тому подобное. Участники мероприятия по традиции выпустили в воздух черные воздушные шары. Многие из них принесли цветы к импровизированному мемориалу в память о погибших. С какой целью пришли на Куликово поле активисты Евромайдана, не вполне понятно. Они выкрикивают «Помни, чужак, здесь хозяин украинец» и подобные лозунги. Среди евромайдановцев выделяется группа из примерно 20 молодых людей в масках. Впрочем, стороны разделяют сотрудники милиции, так что обстановка на Куликовом поле хотя и напряженная, но в общем спокойная. 90% населения мужского так или иначе участвовали в боевых действиях. А мне такое, что все жители Донецкой Народной Республики, которые остались здесь, жили под обстрелами, прятались в подвалах, погибали на улицах, подрывались на минах, были расстрелянными украинскими карателями. Это все люди, которые воюют. Я не могу сказать и делить не имею права. Кто имеет право получить этот статус, а кто нет. А вот закон принят будет завтра же. О признании всего населения Донецкой Народной Республики участниками боевых действий, а не закон о статусе ополченца.